Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую люлечку для куклы. Эта люлька вязаная вот трикотажной пряжей и дно деревянное. Капюшон у люлечки невысокий, не глубокий. Вот такой, видите, он небольшой. Ну, я думаю, так наоборот будет лучше и интереснее. Вот такая люлечка. На эту люльку у меня ушло 1,5 мотка пряжи. Вот показываю вам люлечку. Для своей люльки я буду использовать вот такое деревянное донышко по сантиметрам. Получается 50 сантиметров. И вязать буду трикотажной пряжей Ярнард Макарони. Здесь вот 600 грамм плюс-минус 100 грамм. И вот такой персиковый оттенок пряжи. Буду использовать 2 крючка. Основной крючок это 8 миллиметров и вспомогательный крючок это 6 миллиметров. Крючком 6 миллиметров я буду продевать вот нитку через вот эти дырочки, потому что он тоньше и так будет удобнее работать. И забыла сказать, ширина моего донышка 25 сантиметров. И как вы видите, я булавками уже поотмечала места. Это для того, чтобы было видно на видео, в каких кружочках вот будем делать прибавки. И сделала наметки вот карандашиком, потому что булавки поубираем, когда будем вязать. И с обратной стороны сделала так же само. Всего получается вот на закруглении 7 прибавок. Через каждое вот 3 дырочки. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И с обратной стороны тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 прибавок. И отмечаем их карандашиками. Берем пряжу и присоединяем ее к донышку. Вот, присоединили, первая петелька. Этот хвостик будем ввязывать. Снова вводим крючок в дырочку дна, выводим пряжу и провязываем столбик без накида. Переходим в следующую дырочку, заводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Снова завели крючок в дырочку дна, захватили рабочую нить и провязываем столбик без накида. И вот провязали столбиками без накида. И когда довязали до закругления, там где мы поставили отметки, где будут прибавки, будем вывязывать прибавки. Заводим крючок в дырочку донышка, выводим рабочую нить и провязываем столбик без накида. И теперь в эту же дырочку заводим снова крючок, захватываем рабочую нить
выводим ее и провязываем столбик без накида. Вот такие получаются прибавки. Далее вяжем вот 3 столбика без накида, прибавка. И также прибавка, вот как мы вязали, из одного кружочка вывязываем 2 столбика. И всего, как мы уже с вами пересчитывали, их 7 прибавок. Довязали вот до последней дырочки. Здесь провязываем столбик. И петелечку вытягиваем немножечко длиннее. Теперь вводим крючок вот под первый столбик и захватываем вот эту вот ниточку. И вот так протягиваем ее. Теперь делаем воздушную петлю. Теперь вводим крючок вот в серединку столбика. Я делаю это на весу, потому немного неудобно, для того, чтобы на камеру было видно. И выводим. Вот такие у нас получаются 2 петельки. Теперь нам нужно выровнять эти петельки. Снимаем их с крючка и одеваем вот так. И провязываем столбик без накида. Вот у нас провязана первая галочка. И далее мы будем вязать узором галочки. То есть вот в столбике, в середину предыдущего столбика заводим крючок, захватываем рабочую нить, выводим его, крючок, и провязываем столбик без накида. Следующий столбик вводим в серединку столбика и провязываем столбик без накида. И так вяжем. И вот показываю вам всю работу. И так вяжем вот до того места, с которого мы начинали. Вот такой вид имеет люлька после того, как обвязали первый ряд. И не забываем, меняем крючок, потому что я в дырочках провязывала немного тоньшим крючком, это было удобнее. А теперь перехожу на более толстый крючок, которым будет красиво ложиться узор. И вот во втором ряду провязали последнюю галочку. И теперь нужно красиво завершить ряд. Будем его завершать так же, как завершали вот в первом ряду. Достали петельку. Теперь вот за первый столбик заводим крючок. Берем эту петельку. Надеваем ее на крючок. Вытягиваем. Делаем воздушную петлю. И заводим крючок теперь вот в первую галочку. Вот в середину между столбиками. Ну, даже не между столбиками, а между ножками столбика в серединку. Так, достаем
ниточку. Теперь снимаем их с крючка и одеваем их на крючок, снова эти петельки, и провязываем вот такую галочку. И далее продолжаем вязать узор галочками, то есть в середину столбика вводим крючок и провязываем вот столбики без накида. И вот какой красивый узор получается. И вот показываю бортик люльки, где я провязала уже 9 рядов. Вот посчитаем вместе с вами. Самый нижний ряд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. И в 10 ряду будем формировать ручки. Для этого вот по центру нашей люльки я отметила маркером там, где будет располагаться вот центр будущего капюшона. И от этого маркера отсчитываем 16 столбиков в одну сторону. Этот столбик, там где отмечен маркер, мы не считаем, считаем последующие столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И в 17 отмечаем маркером. Также отсчитываем в другую сторону. Этот столбик мы не считаем там, где маркер, считаем вот эти столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и одеваем маркер. Теперь вот маркерами я отметила, где будут располагаться у нас ручки, потому что в этой части будет капюшон. Всего получилось на капюшон 33 столбика. И там, где ручки, тоже там, где маркер, не считаем, в середине оставляем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков и одеваем маркер. Также с обратной стороны, там, где маркеры мы не считаем столбики, отсчитываем между маркерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 столбиков. И вот я уже начала вязать 10 ряд и довязала до вот этих маркеров, там, где будем вывязывать ручки. И вот довязала до маркера, снимаем этот маркер, там, где вывязываем ручку, провязываем один столбик и теперь эти столбики 7 мы их пропускаем, и для этого нужно набрать цепочку из воздушных петель. Набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И привязываем там, где у нас был маркер, снимаем его и привязываем столбик без накида. Вот формируется первая ручка. Теперь провязываем все столбики вот до следующего маркера, там, где будем вывязывать ручку. И вот от одной ручки провязали по капюшону будущему столбики, перевесили маркер по центру
И дошли до формирования второй ручки. Здесь тоже снимаем маркер, провязываем один столбик и набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снимаем маркер и привязываем в этот столбик столбик. Вот вторая ручка. Теперь довязываем и завершаем 10 ряд и будем вязать 11 ряд, в котором будем обвязывать вот эти ручки. И вот довязали до воздушных петель, провязываем еще один столбик. И теперь будем обвязывать ручку столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбики подтягиваем. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Вот обвязали, уплотнили ручку, провязали 14 столбиков и переходим далее на вывязывание узора по люльке. Теперь обвязываем так, там где будем формировать капюшон, довязываем до второй ручки и точно так же ее обвязываем 14 столбиками без накида и завершаем ряд. И вот завершили ряд, и теперь будем вывязывать капюшон. Вот центральный маркер, который у нас остался, и вот я добавила еще 2 маркера. В одну сторону 1, 2, 3, 4 столбика и в другую сторону 1, 2, 3, 4 столбика. Всего получается 9 столбиков. Вяжем с лицевой стороны, в каждом ряду будем отрезать нитку. Присоединяем. Воздушная петля, еще одна воздушная петля. Этот хвостик ввязываем. И вяжем так столбики. 1, вот там где воздушная петля, считаем 1, 2, 3, 4, 'Снимаем центральный маркер, 5, 6, 7, 8,
снимаем маркер и 9 столбик. Вот провязали первый ряд. Теперь здесь ниточку отрезаем. Ее будем прятать в вязание. И переходим на второй ряд по капюшону. От провязанного отступаем вот 2 столбика, 1, 2, и в этот столбик второй присоединяем нить, 2 воздушных петли. Этот хвостик сразу ввязываем в вязание. Это 1 столбик. Там, где у нас были воздушные петли для подъема, вот в первую воздушную петлю в середину вводим крючок и провязываем столбик. Как вы видите, галочка сохраняется. И вот так столбиками довязываем до вот этого момента, до конца вот первого ряда. И здесь довязываем еще 2 столбика. Вот довязали до окончания первого ряда. И теперь переходим. Еще нужно довязать 2 столбика. Вот 1. И второй столбик. И во втором ряду тоже нить отрезаем. Во втором ряду получилось 13 столбиков. И переходим на третий ряд. В третьем ряду тоже отступаем вот 2 столбика от вязания. Две воздушных петли. Этот хвостик ввязываем в вязание. Это у нас как 1 столбик считаем. Второй столбик. Переходим в то место, где вот были воздушные петли, и в первую воздушную петлю, вот в нижнюю, в серединку провязываем столбик. И так вяжем до конца. Вот так. До конца вот второго ряда, где мы вязали. И нужно будет еще довязать 2 столбика в третьем ряду. И в третьем ряду, как я и говорила, довязываем еще 2 столбика. 1. На камеру неудобно вязать. Так. Вот так. 1 и второй столбик. Так, вот мы их провязали. Теперь снова нить отрезаем. И в третьем ряду получилось 17 столбиков. Переходим на четвертый ряд. В четвертом ряду снова присоединяем, отступили вот
2 столбика от предыдущего ряда, присоединяем нить, делаем 2 воздушные петли, снова вяжем столбики и ниточку ввязываем в вязание, сразу ее прячем. Воздушную петлю в середину, в первую воздушную петлю. Вот, и довязываем столбики вот до конца третьего ряда. И вот в четвертом ряду тоже довязываем 2 столбика. Один и 2. Нить отрезаем, и в четвертом ряду получается 21 столбик. И переходим на пятый ряд. Пятый ряд. От вязания отступаем 2 столбика. Снова присоединяем нить. 2 воздушные петли, 1, 2. Хвостик ввязываем, провязываем еще 1 столбик, переходим на четвертый ряд и довязываем до конца четвертого ряда все столбики. И в пятом ряду довязываем снова 2 столбика, 1 и 2. И снова отрезаем нить. В пятом ряду получилось 25 столбиков. И переходим на шестой ряд. В шестом ряду от вязания снова отступаем вот 2 столбика, привязываем нить, 2 воздушных петли, и снова начинаем вязать столбиками без накида, галочками, узор галочками вяжем. Здесь переходим на воздушную петлю и так довязываем до конца пятого ряда. И в шестом ряду снова довязываем 2 столбика, 1 и 2. Нитку отрезаем. В шестом ряду получилось 29 столбиков. Переходим на седьмой ряд. В седьмом ряду снова отступаем от вязания 2 столбика, присоединяем нить, 1 воздушная петля и 2 воздушная петля. И снова провязываем столбики, узор галочками. И вот так вяжем до конца момента, вот там, где закончили шестой ряд. И вот в капюшоне в седьмом ряду довязываем 2 ряда, извините, 2 столбика. И седьмой ряд — это последний заключительный ряд для капюшона. Один столбик, 2 столбик, и в седьмом ряду получилось 33 столбика.
Вот. И теперь всю люльку нам нужно обвязать соединительными столбиками. Переходим вот сразу на ручку, обвязываем ручки соединительными столбиками. Это для того, чтобы уплотнить край у люльки, и чтобы был завершенный вид и красиво смотрелась люлька. Вот как красиво уплотнились ручки после обвязки соединительными столбиками. И так переходим на обвязку по кругу всей люльки, в том числе и капюшона. И вот, когда обвязали всю люльку соединительными столбиками, видите, какой получился плотный и красивый край. Также я дополнила вот люльку такими бантиками, там где ручки. И вот она получается такая готовая красивая люлечка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!